Эта история начинается с бережного взгляда на маленькую заброшенную беременную кошку по имени Бруня. Она оказалась в клинике после того, как ее прежние хозяева, не сумев справиться с неожиданным пополнением, принесли ее с просьбой усыпить. Они оставили ее в одних руках ветеринаров и без колебаний покинули место, не задумываясь о том, что у этой кошки есть свои мечты, свои надежды и, возможно, чутье на спасение. Через несколько часов, когда Бруня впала в задумчивость о своем будущем, мир вокруг нее изменился. Вскоре после этого на свет появились 3 приветливых котенка, 2 девочки и 1 мальчик. Их веселые голоски наполнили сердцевину клиники радостью, которая раздалась, казалось, из самой глубины надежды. Волонтеры, работающие в клинике, быстро узнали о печальном случае с Бруной и ее малышами. Они чувствовали, что у них осталось всего лишь сутки, чтобы спасти их. Иначе их жизнь прекратится, так и не начавшись. Ситуация оказалась критической. Их сердца полнились переживаниями, и они понимали, что ничто не может быть важнее сохранения этих беззащитных созданий. Волонтеры немедленно организовали свою работу, чтобы попытаться найти временный приют, в котором Бруня и ее котята могли бы жить и развиваться, пока им не найдут постоянные дома. Искать подходящее место было непросто. Звонили в разные организации, знакомые местные приюты и людей, готовых помочь. Информацию охотно передавали, но у всех были свои трудности. Каждый раз, когда возникала надежда, она тут же разбивалась о стены невозможности. Наконец, спустя несколько дней напряженных поисков, был найден уютный временный приют. Небольшая, но очень теплая квартира, где 2 гуманных волонтерам, Даниилу и Анне, удалось организовать пространство так, чтобы Бруня могла понимать, что она теперь в безопасности. Приняв решение о спасении ее жизни, они с любовью подготовили место для нее и ее 3 малышей. Как только Бруня и ее котята прибыли в новый дом, все почувствовали, что они наконец-то нашли свое место в мире. Бруня, умная и внимательная кошка, сразу же поняла, что они живут здесь на птичьих правах, и старалась не доставлять временным хозяевам лишних хлопот. Она постепенно осваивалась в новых условиях. Ей не было страшно, и она быстро наладила порядок в своем мире. Бруня заботилась о своих малышах с любовью. Каждый раз, когда они мяукали, она убаюкивала их своим мелодичным мурлыканьем, напоминая о том, что в жизни есть и светлые линии. Волонтеры, наблюдая за этой трогательной семейной идиллией, стали по-настоящему привязываться к Бруне и ее малышам. Однажды они обнаружили Бруню, сидящую рядом с котятами, когда солнечные лучи просачивались через окно. В этом трогательном зрелище находилась ясная надежда и радость. Но вскоре ситуация снова изменилась. Временные хозяева сообщили волонтерам, что они собираются уехать в другой город по работе и, к сожалению, не могут забрать с собой своих пушистых гостей. «Бедняжки, как же они будут жить дальше?» — думала Анна, глядя на пушистиков, которые мирно играли, не зная о предстоящем расставании. Несмотря на все разочарования, одно было понятно. Кто-то должен взять Бруню и ее деток на себя. Один из волонтеров, смелая и опытная женщина по имени София, согласилась взять на себя ответственность, чтобы забрать Бруню и ее котят к себе в дом, где у них будет возможность восстановления и нового начала. Таким образом, Бруня и ее 3 малыша были перевезены в уютную квартиру Софии, где царила забота и тепло. В начале новой жизни котята еще не чувствовали себя уверенными в новом пространстве. Но благодаря заботе и любви своей матери, вскоре они стали осваивать это новое место. Бруня с нетерпением и нежностью заботилась о них, адаптируя их к новому окружению. Постепенно котята начали исследовать свой дом, ползая по мебели и ласково играя друг с другом, а их уши трепетали от звуков маленьких шагов.
Это была простая, но неимоверно важная радость для новой мамы-кошки. С каждым днем котята росли и открывали новый мир для себя. Когда они подросли и научились самостоятельно есть и пользоваться лотком, София поняла, что наступило время искать их новые семьи. Первая, кто нашла себе дома, оказалась девочка-котенок с недовольной мордочкой. Несмотря на ее серьезное выражение, в ней бурлила энергия и игривость. Ее новые хозяева были полностью очарованы ее красотой и активностью. Ее приютили с любовью и теплотой, которая окружала ее словно крепкое одеяло. Немного позже настал черед мальчика, который был полон жизненной энергии, тоже нашел своего нового хозяина. Его новые родители были в восторге от его задорного характера и игривых выходок. Они узнали о няшном котике от знакомых и без раздумий приняли решение взять его к себе. Теперь и оставшейся девочке, Кнопочке, предстояло найти новый дом. Между тем волонтеры сделали важное решение. Чтобы пристроить Бруню, их невозможно было слишком долго удерживать. Стерилизовав ее, они вновь начали поиски новой семьи для нее. Но время шло быстро, и, к сожалению, нуждающихся в ней семей не обнаруживалось. Проблема заключалась в том, что для Бруни прошло много времени, целых 8 месяцев, а кандидатов на спасение Бруни было не так много. Каждый раз, когда какие-либо потенциальные хозяева проявляли интерес, были определенные возражения или неудовлетворительные обстоятельства. Соседи жаловались на лишние звуки. В одних случаях беспокоились о возможных трудностях с выгулом, а в других – о своих маленьких детках. Каждый раз сердце Софии щемило от заботы, и она испытала глубочайшее сочувствие к Бруне, несмотря на каждую трудность. Она оставалась дружелюбной и ласковой, как всегда. Однако однажды на улице Бруни в воздухе витало счастье и надежда. Это было солнечное утро, и в сердце Софии разгорелись мечты о том, такие ли еще существуют добрые люди. Судьба улыбнулась Бруни. Заботливая пара, проходившая мимо, узнала ее историю от волонтеров и захотела познакомиться с ней ближе. С каждым рассказом о ее благородных поступках их заинтересованность возрастала, и они сразу поняли, что хотят взять ее в свою семью. Благодаря любви и заботе их первой новой семьи и пониманию важности второй, они стали замечательными хозяевами для Бруни. Когда они позвали ее в новый дом, Бруня почувствовала тепло их доброты и понимала, что это ее шанс на новое начало. Ее новым хозяевам сразу полюбилась ее доброта и игривость, что сделали ее частью этой замечательной семьи. Дети с радостью принимали Бруню, грея ее теплым, грубым, шершащим носиком и нежно обнимая ее своими теплыми небольшими ручками. С коктейлем радости и облегчения у Софии на глазах были слезы. Она счастливо прощалась с Бруней, осознавая, что тот, кто так долго ждал новой жизни, теперь нашел ей. Это было прекрасно — дарить счастье, которое заслужила Бруня. София понимала, что ее миссия не закончена, и одна кошечка по имени Кнопочка все еще нуждается в заботе. Кнопочка все еще ждала своего часа, тем временем волонтеры стали замечать, как за этот период они привязались к ней. Их сердечная связь только креплась. Они провели много времени вместе, играя и заботясь о Кнопочке, которая со своей стороны отвечала лаской и полным доверием. Кнопочка стала не просто кошечкой, она стала полноценным членом общины фонда, и это были ее папа и мама, Даниил и Анна. В итоге все поняли, что Кнопочка заняла важное место в сердце Софии. Она приняла решение оставить Кнопочку у себя. «Она станет 5-м членом нашей семьи», — воскликнула София с радостью. Кнопочка, словно понимая важность момента, прильнула к ней. Материнская забота, которую она дарила, была ответом на теплые объятия домашних хозяев. Таким образом, вся семья питомцев,
включая маму-кошку Бруню, обрела свои новые любящие дома. Каждый день Кнопочка радовала домашнюю атмосферу своими игривыми выходками. В сердце волонтеров креп же проекция. Эта маленькая стройная кошечка наполнила их дом светом и любовью. Благодаря волонтерам и заботливым людям эти котята получили возможность расти и радовать своих новых владельцев своими игривыми прыжками и нежным мурлыканьем. Эта история, наполненная теплом и добротой, вдохновляет всех вокруг, показывая, что с любовью и усилиями можно поднять на ноги даже самых беззащитных существ. Она напоминает всем о важности милосердия и о том, как важно открывать двери своим сердцам и дарить надежду тем, кто в ней так нуждается. Дорогие зрители, если вам понравилась эта трогательная история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю. Каждая жизнь имеет значение и заслуживает второго шанса, и ваша поддержка может стать важным шагом к тому, чтобы дарить любовь и заботу тем, кто ждет.